Вы мне раньше сказали, что во Вьетнаме вот здесь такая красота. Ну, прям очень красиво, да? Прям Мальдивы во Вьетнаме. Но только намного дешевле. Ну, так и назовем Мальдивы во Вьетнаме. По цене. Ниже Турции. Здесь у нас 3 ночи обошлись. Ну, красотища-то какая. Так что, господа, добренько вам всем дня. У нас Вьетнам, Cam Ranh. И сегодня с вами у нас новый отель. Только вот прям с предыдущего приехали, 2 километра. Дуэн. Ну, его просто называют Дуэн. Все, ну, так всегда ехали. Индрайвом можете здесь пользоваться сразу. Вам лайфхаки полезные. 250 рублей, что ли, там за 2 километра. В общем, нормально. Еще есть Grab. Ну, можно и тот использовать. Здрасте. Мы на Индрайве. Оплата наличкой. Сразу в аэропорту, как прилетите, меняйте денежку какую-нибудь, чтобы у вас был запас. А потом в отеле курс меньше, чем в аэропорту, то есть хуже. А в городе там уже ювелирки где-нибудь будете менять. Но если вы отдыхаете вот здесь, вот в Cam Ranh, здесь ничего нет. Никуда не выйти, поэтому меняйте в аэропорту сразу. Все, мы с вами в отеле, сейчас будем знакомиться со всем. Справа у нас ресепшн. Жанна уже у нас регистрирует. Пойдем прогуляемся. Еще здесь что-то типа фонтанчика. И работает еще слева бар. Здесь у нас не все включено. Предыдущий отель был, у нас все включено. Обязательно прям заходите в плейлист Вьетнама и посмотрите. Тот отель просто, это что-то с чем-то, куча эмоций, вообще куча удовольствия. Поэтому обязательно зайдите, посмотрите. Не только этот отель, но тот обязательно посмотрите. Потому что тот нам зашел на 5 баллов. Там, если сравнивать с Турцией, Вьетнам, то уже как бы много плюсов нашли. Прям огромное количество. Посмотрим, как в этом отеле. Единственное, что здесь не все включено. Здесь много отелей работает в системе «не все включено». Вот посмотрим, как оно. Потому что на все включено, мы когда привыкли, все это, конечно, очень классно. Ты пришел в бар, там взял водички, там, пиво, что хочешь, да, любых напитков себе поел. Здесь у нас только еда и напитки во время еды. Вот посмотрим, как все это у нас здесь будет происходить. Так, ну, как всегда, поддержите видео лайками вашими, комментариями, под видео ссылочки, чтобы вам смотреть все это без VPN, в хорошем качестве, 4К, на телевизоре, на планшете, на чем вам там нравится. ВК, Дзен, Рутюб, ВКонтакте. Везде все грузится, вот, поэтому заходите, прямо в Телеграм первая ссылочка, и там в закрепе все вот эти ссылки на соцсети. Вот, поэтому обязательно это делать, сохраняйте, чтобы вы всегда были на связи с нами. Обязательно защищайтесь от солнца, потому что сгораешь здесь очень сильно, примерно как на Мальдивах, наверное. И как на Шри-Ланке точно так же сгорает там очень-очень сильно. Солнце ядреное, шапки носите, кепки и мажьтесь полтинничком как минимум, потому что сгораешь чуть ли не даже не в тени. Так, вы под видео заходите. Ссылочка на Жанну, ее команда будет. В любой точке России отправит вас в путешествие. Вот, там также 3 сервиса есть, вы можете прочитать за 1 минуту. Там любой отель мира, из любой вашей страны, состав ваш вбиваете, 2 секундочки считаете. Вот, ну а за оформлением уже к Жанне, потому что эти сервисы там, я не могу нести ответственности, как там, что работает. А за Жанну все уже надежно, ответственно, поэтому заходите. И по поводу квартир, кто хочет купить, Россия, да, 33 региона, и продать тоже, если хотите. Вот, Турцию, Дубай, Таиланд, Бали, вот, тоже пишите. Приедете, вас встретят на машине, все покажут вам, за это ничего платить не надо, все это бесплатно. Вся первичка, а вторичка уже в соответствии с законами и ценами, с комиссиями от страны, где вы прилетите. Ну, в России также. Так что сохраняйте тоже на будущее, когда пригодится какой-то. Квартирный вопрос захотите решить. Сейчас все из складов побегут, когда ставочка понизится. Вот тогда все побегут. Но надо найти тот момент, когда цены на застройку не будут расти, потому что сейчас уже в Москве очень хорошие скидки были. Сейчас, когда уже потихонечку вклады уменьшаются, процентные ставки, люди начинают выходить, и застройщики уже так, знаете, начинают колебаться. Сейчас были очень хорошие скидки, ну, чуть не там 50% там застройщиков топовых получать в Москве. Вот, поэтому сохраняйте, обязательно пригодится вам скоро всем. Потому что сохранять деньги надо либо на вкладах сейчас, да, либо, конечно же, в недвижку надо перекладывать. Первые туда все деньги пойдут. Так, смотрите, здесь у нас еще бар, тоже заглянем. Ну, естественно, не все включено. Рояль, попеть песенки можно. В Cam Ranh, за территорией отеля, здесь вообще делать нечего. То есть максимум, что можете, это в Ничанг поехать на такси. Вот в прошлом отеле ходил автобус бесплатный. Посмотрим, как здесь. Вот, поэтому рассчитывайте, видите, денежку какую-то в аэропорту сразу меняйте, как я сказал, чтобы здесь тратить. Так, на ресепшене нам дали концепцию. Это я все сфоткаю и в Телеграм вам выложу. Это то, что заходите, обязательно смотрите. Все сохраняется, там все будет. Да, смотрите, можно в Ничанг поехать на автобусе в 9 час и обратно в 4 и в 9. Но за один день надо регистрироваться заранее. Так, и сразу же, пока ждем заселения, в 3 часа у нас виллы. Здесь разные номера, разное время селяется, отправляемся.
в ресторан. Так, главный ресторан у нас здесь Максимум находится. Пойдем посмотрим, что у нас тут есть. Вообще на входе надо было что-то показывать. Я, как всегда, с умным лицом из камеры прохожу. Так, зона у нас посидеть здесь, здесь и на улице. Можно там солнышко светить, там, я думаю, нереально сидеть. Так, в общем, вернулись к ребятам, они номер ваучер показали, их пустили. То есть, как и в том отеле, там, первый день заезда, по идее, должен быть обед. Но на самом деле, может и не полагаться в этом. Типа, в день выезда, вот как сегодня, у нас его не было. Может, здесь наоборот, не знаю. Ну и чтобы не идти разбираться, в общем, чуть-чуть поумничали и прошли. Давайте быстренько обзор еды. Есть фубо, тоже, наверное, есть традиционно. Добавляете все ингредиентов разных всяких. А вот это все в этой горячей воде делают. Добавляют бульончик, это очень вкусно, я каждый день это ем. Можно, видите, что угодно добавить. Или, по-моему, еще 2 раза, что ли, бульона. Так, пойдем дальше, посмотрим. У нас тут фрукты, арбузы. Это у нас, здесь, видите, тейблстенда почему-то нету. Маракуйя. Очень вкусный фрукт здесь. Драгоний фрукт. Гуава. Это я в Египте еще с ней познакомился. Арбузы. Фрукты очень вкусные. Прям ешьте. У нас еще там манго были в том ресторане. Сразу скажу, у нас в том отеле более все было активно. Больше выбора еды по фруктам, даже это я ощущаю. Ну, сейчас посмотрим, может, еще найдем. Здесь, по-моему, тоже несколько ресторанов. Вот еще тоже фрукты, чай, кофе. Так, какие-то булочки. Здесь, видите, нету на русском. У нас там еще и на русском языке дублировалось. Так, это спрингроллы. Тоже вьетнамская еда. У нас были овощные спрингроллы. Здесь непонятно с чем. Курочка. Так, соусы 3 вида. Здесь что-то ничего. Ну, что-то было. Так, какие тоже роллы были. Так принесут, но обычно пополняют. Вот так, хлебушек, супчик, хот-суп, сефуд с морепродуктами. Так, здесь Russian борщ. Ой, так, видите, рукой неудобно держать, сейчас крышка опустится. Там борщ был, конечно, не борщ. Вот здесь что-то уже более похоже. Там было все нарезанное в длину, а здесь кубиками. Ну, если совсем соскучились по традиционной еде, то, пожалуйста, борщ вы найдете. У нас это что каждый день был. Так, здесь что? Вот что-то непонятно. Порк, что-то со свининой. Пропаренный рис. Так, дальше пойдем посмотрим. Так, здесь у нас рыбка жареная. Так, здесь какие-то овощи с мяском. Или что-то завернутое. Здесь еще мяско или курочка. Так, здесь рис. Так вот все это выглядит со стороны. Проходим с вами. Так, по порядку, чтобы не меняться. Так, здесь курица с медом жареная. Такие аппетитные крылышки. Так, здесь мидии. О, смотрите, как прям жар идет. Так, здесь говядина с овощами. И здесь типа лазанья. Макарошки с чем-то намешаны. Так, овощи, салаты. Овощи. Капуста цветная. Здесь мяско нарезано, колбасенька. 3-4 вида. Так, ну и здесь тоже картошечка, огурцы. Помидорки, Олев сейчас по тарелку улетит. Аккуратно. Так, и здесь еще салатики. Так, ну что-то, честно, скромновато для 5. Вот подходит блюдо, видите, подносит. С мясом что-то такое. С говядинкой. Заливаю. Видите, соки здесь, кола. Прям вот так вот налито в тазике в таком. И вот это у нас, смотрите, драгоний фрукт с гуавой смешан. Я уже попробовал, когда зашел первым делом. Очень вкусно, мне понравилось. Туда льда еще добавить, и будет вообще супер. Красное вино, белое вино, прозрачное вино, вода, ледика, пиво. Здесь, смотрите, есть хотя бы концепция не заявлена, да? Ну, там вообще напитки не прописаны никакие. Не прописаны какие напитки. Ну, вот, смотрите, пиво есть, но, правда, теплое. Даже внизу такое. Ну, внизу более-менее прохладненько. Ну, со льдом уже можно себе сделать. Так, это горячая вода, наверное, и кофеек. Так, ну, здесь говядина с карри. Мяска можно себе поковырять. Вот рыбки еще подвезли. Крылышки я взял с медом, мидии. Так, вот на рыбонька. Наш первый обед, да, возможно, здесь еще там всякие снеки есть, еще что-то где-то там. А вот, смотрите, бургеры подъехали, там, где пусто было. Пусть дополняют. Все, ну, смотрите, не шибко густо, но рыбу можно взять, курочку есть, мяско тоже, говядинку можно ковырять. И обязательно берите фубо. Оно обычно всегда вкусное. Где бы вы его не ели, сложно ошибиться будет. Вот это вот все наполнение окунают в кипяточек, нагревают и потом бульончик добавляют. И вы уже на свой вкус потом загружаете сюда добавочки разные. Thank you very much. О, горяченько. Сейчас все накидаем всего чуть-чуть. Ну тут видите, как скромновато. Просто капустка, перец и лайм можно кинуть. У нас там еще пароростки можно было кинуть, курицу, дополнительно говядину. Ну, вообще погуще должно быть выбор.
Попробуем сейчас. Капусту не кидал. Так, слушай, ну обед ничего, так вкусненько все было. Курочка вкусная, рыба вкусная. Фобо не очень. Что сюда курицы дорезы свои. Так, вроде ничего. Так, здесь что, смотрите. Кофе and cake. Что у нас тут? 100 тысяч стоит комбо. 120 комбо другое. Ну, комбо это, наверное, что-то типа чая и кофе. 100 тысяч это 300 рублей. Либо 3,8 доллара. Так, давайте я вам как-то так по цене покажу. Что, допустим, 1 доллар это у нас с вами 26 тысяч. Либо 80 рублей, ну, понятно. В общем, 100 долларов это 2 миллиона 600 вьетнамских донгов. Так, и всем, кто заезжает, положен вот такой коктейль встречающийся. На ресепшене скажите. Они в бар позвонят и вам по коктейльчику выдадут. Ну, без алкоголя, естественно, такой фреш освежающий. Так, пока ждем номер, давайте чуть прогуляемся. Здесь карта. Вот мы здесь. Вот это вот 21-этажное здание. И вокруг еще много-много всяких вилл. И еще какая-то одна категория из номеров. У нас вилла будет. Как ты смотри, зелено все. Вот хорошо-то. Ух ты, как в джунглях прям. Вот здесь очень зеленая территория должна быть. Бунгало есть, еще виллы. И вот в главном корпусе. Ну прям красотища тут. Пальмы, ихты, облепихты, водопады. Территории ходить все такой зеленый. Видите, каскадами идет. Туда все уходит. И дальше проходим. Здесь у нас, смотрите, бассейн. Большой, как водичка. Горячая. Ну, тепленькая, да. Надо, мне кажется, попрохладнее, чем там. Надо залезать в мерик. Большой бассейн. Территория вообще здесь большая. До моря надо еще идти. Там, кстати, джакузи. Народ. А там детская зона с грибочками. Смотрите, как видите, речушка она идет. В протяжении всего отеля есть прямо такие вот домики на воде. Ой, там же какая-то сцена на воде. Территория очень большая. Здесь уже рыбка водится. Территория, да, большая. Мы прям идем. Здесь вроде как еще баги есть. На баги мы можем перемещаться. Потихоньку приближаемся к морю. Здесь у нас еще один бассейн. Бассейн с мини-горками. Лев, давай вон на горочке. Не хочешь скатиться? Как водичка? Горячая? Не такая. Ну, надо залезать, пробовать, да. В прошлом отеле была очень горячая вода. Вот это сетка для бадминтона вроде бы. Здесь такой отель, прям релакс. Так идешь, такая тишина повсюду. И потихонечку подбираемся к пляжу. Смотрите, какая красивая здесь вода, как на Мальдивах. Красотища какая. Вот это вообще райское место. Ну, прям очень красиво, да, прям на обложку можно такие красоты делать. И здесь у нас с вами пляж песчаный, зонтики. Пляж широченный, вот свободный. Вот мы вон там отдыхали, в той стороне. За теми лодками туда 2 километра по пляжу. Если бы мне раньше сказали, что во Вьетнаме вот здесь такая красота, я бы уже давно, наверное, здесь был. Знаете, я люблю такие райские красоты. Ну, вообще обалденно. Я думаю, в предыдущем отеле были. То есть вывод вообще прям, то есть сейчас еще цена хорошая, понимаете. Ну, заходите, ради интереса, по видео прочитайте отель быстренько. Сравните там Турцию и здесь. Я сравнивал. Ну, мы брали еще сразу, вот как только открылись перелеты. Прям вообще, прям сразу же почти в этот день купили билеты. Отели. Вот. Туром можно взять, туром повыгоднее будет. У нас в составе несколько отелей, и Ничанг будет, то есть разные даже места отдыха. По цене сейчас даже, вот если посчитать, выгоднее, чем в Турции получается. Ну, по сезону надо смотреть. Надо еще вас сориентировать, что в одном месте здесь, в Вьетнаме, летом можно отдыхать, а в другом регионе зимой. Вот, туда тоже не будет летать. Но по цене намного интереснее получается. И, конечно, плюсов тоже очень много. Фруктов много всяких обалденных, как вы видели, да? Еще манго, когда вот. Ну, это вообще шикарно. Ну, сравним, какие отели поинтереснее будет. То вот этот, еще следующий будет. Еще городской будет. И вы тоже все посмотрите обязательно. Я думаю, вывод у вас будет. Но у меня прямо сейчас первый вывод, что Вьетнам лететь надо прям вообще с удовольствием. Даже планируем следующую поездку. Возможно, тоже с детьми во Вьетнам поедем. То есть в предыдущем отеле с детьми вообще кайф был. Просто обалденно. Сел на лавочку, сижу, любуюсь. И прям назвал это место Мальдивы во Вьетнаме. Но только намного дешевле. В общем, так и назовем Мальдивы во Вьетнаме по цене.
ниже Турции. Здесь у нас 3 ночи обошли 70 тысяч. Но это по раннему бронированию. У вас подороже уже будет. Хотя смотри, какое время. Ну, это чисто отель. То есть перелет там где-то 150-160 тысяч, уже не помню. А предыдущий отель 37 тысяч обошелся. На все включено. Здесь тоже дорого, потому что вилла. Ну как дорого. Дорого для Вьетнама. А так, конечно, 37 тысяч. На двоих на все включено. Представляете, 3 дня. То есть на сутки, если пересчитать, человек вообще копейки. Такие цены, конечно, сейчас сезон, летом. В Турции нигде не найдешь. Ну, чисто отель, если брать. Считаем перелет. В пакете, там что-то Жанна читал недавно. Что-то, по-моему, 170 тысяч, что ли, двоих было. Так что на майские, по-моему. В общем, ну, пока что цена намного дешевле, чем в Турции. Пойдите, считайте, уже бронируйтесь. И летите покорять Вьетнам, пока он не сильно заполнен. Так, наш номер готов, чемоданы готовы. Садимся на багги. Ну что, поехали с ветерком. Прокатимся. Так, ну мы подъехали к вилле. Я говорю, что это наша вилла. Поворачиваюсь. А тут, смотрите, бассейн. Там море. Пихта-облепихта. Ну, красотища-то какая. Я думал, что у нас будет вилла. Обычно на вилле никогда не бывает вида на море. А здесь вы только посмотрите. Проснулся. Просто, мне кажется, ахнул от этой красоты. Кокос сорвал, пальму потряс. Бассейн занырнул и поплыл. Ну, красотища. Здесь, по-моему, все таких раз, два, три, несколько штук вилл. Ох, ляпота-то какая. Так, ну давайте обзор виллы сделаем этой вьетнамской. То есть, ну, красота. И нам, конечно, меня все больше и больше удивляет. Здесь у нас гостиная для гостей. Добро пожаловать, приходите в мой дом. Моя дверь открыта. Здесь так прохладненько, так вкусно пахнет. Даже холодильник есть. Мини-бар-то вроде нет. А, есть даже, смотрите, интересный напиточек тут. Здесь можно даже готовить, зажарить что-нибудь. Туалет. Раз. Пойдем дальше сюда. Прибежимся. Кровать. Столько места. Какой-то сундучок со сказками стоит. Так, здесь у нас прозрачный шкаф, чтобы проветрилось все. Ванная. Душевая кабина здесь у нас. Две мойки. Смотрите, душевая кабина, да, еще один туалет. Вот он шкаф насквозь. И еще есть ванна. Такая на улице. И здесь же еще тропический ливень, душ. В общем, можно здесь помыться, можно внутри. Кто как любит. Слушайте, ну обалденно. Самое обалденное, конечно, здесь вот вид туда на море, бассейн. Это прям вообще просто сказка. Выходишь, так с утра глаза открываешь и говоришь, как же тут красиво, а? Ну просто вот это. Нужно и до моря идти рукой подать. Вот мы сейчас только что там были, я вам снимал видео. Класс. Как вам? Пишите. Ну, по мне, конечно, вообще просто супер. Такие коротенькие шорты, рилсы. В Телеграме заходите, подписывайтесь, там все будет. Сейчас так уже можно пободробнее будет посмотреть, какие-то нюансы будут. Я вам все покажу. Здесь у нас такие будут длинные. Ну, конечно, обалденно. Прям как на Мальдивах себя чувствуешь. Я говорю, Вьетнам меня все больше и больше удивляет. То есть ты реально как будто здесь Мальдивы, там у тебя вид на Мальдивы. Море как на Мальдивах. Там южно-китайское у нас, по-моему, да? Ну, вообще классно. Водичка чистая. Ну, это увидите, все покажу вам. Колосово море в этом выпуске еще не видели. О, стол даже здесь можно поработать здесь немножечко. Ну, классно, вилла обалденная. Вилла прохладненькая, видите, кондис справляется. Хорошо. Пальмы там, видимо, тоже еще защищает от солнца. Пишите, как вам номер. Все, я пошел в бассейн. Смотрите, еще здесь есть душ. Помыться можно, ноги помыть. Так, ну давайте наконец-то охладимся. О, слава богу, вода не горячая. В прошлом отеле бассейны были 35 градусов. Здесь, наверное, 30-ка есть. О, как красиво-то. А, ты боже ты мой, инфинити. Бассейн с видом на море вон там. Ну, вообще, просто сказочно. О, какая красота. Ой, мой галстук кокос на голову не упал. Ой, как хорошо, да? Водичку померяем. О, все, с головой окунулся, освежился. Так, 32 градуса, ну вообще идеально. Ну, 28 был бы вообще идеально, или 30. Ну, что еще, холодная водичка реально будет норм. Но 35 было жарко, 32 вообще нормально. Можно ночью спокойно купаться. Собираемся с виллы. Я там нашел один кокос, им сбил другой. Этот раскололся, попил. Ну, говоришь, нельзя пить, он такой кисловатый чуть-чуть. Не очень спелый, это очень аккуратно надо, потому что
потом можно не слезть с белого друга. Я пару глотков сделал. Посмотрим, что вы даже смотрите, футбол можно здесь поиграть. Еще во что-то можно поиграть. Там волейбольное поле. Смотрите, сколько народу вечерком, да? Пуфики все позанимали. Можно вылезти тут, полюбоваться красотой. Футбол здесь можно поиграть. Слушайте, прям как все активно. Движение какое, да? Но это был обед. В бассейне. Сейчас. Ничего себе. Как будто в другой отель пришли. Да. И там проползали все после захода солнца. Так, на пляж красота. 5 часов. Места нет. Ни одного. Даже чтобы вещи положить. Вот люди сейчас ходят, нам повезло. А так вообще нет места. Представляете, пляж, конечно, маловато. Запнем еще, посмотрим. Давайте вам, как всегда, заряд морских, пенных. Песочек мягенький, пушистенький такой. Блин, почти как на Мальдивах. Мне кажется, даже светлее, чем в том отеле. Сейчас купаться не пойдем, сейчас лёг на второй половине это время. Вода мутноватенькая чуть-чуть будет. Завтра с вами зайдем, померим водичку. Что-то народу много. Ну, вот сейчас тут вьетнамцы, они, знаете, с утра купаются прям до жары, там, по-моему, до 9. И вечером, когда солнце уходит, уже ближе к закату, они выходят. Ну, чтобы быть белыми, светлыми. Потому что у них, если ты темный, это признак того, что ты где-то работаешь в полях. А если ты белый, ты крутой чувак, короче. С деньгами. И поэтому все стараются быть белыми и выходит так, когда уже не загорает. Либо обматывается там чем-то. Все, заряд нам всем пенных, морских. Мы пойдем поплаваем. Вот красота такая, да? Слушайте, а здесь песок, как на Короне. Как в Таиланде. Слышите? Я вам делал, чтобы лучше было слышно. Так, когда идешь, тоже как снег хрустит. Здесь, смотрите, есть барчик небольшой такой. Там у нас бассейн на закате. Ой, как красиво, да, тут на кадре. И там у нас еще ресторанчик. Отправляемся в сторону ужина. Здесь у нас высокое здание. Здесь внизу, на этаже G, есть магазин. Сюда можно пройти. Вот прям по дорожечке от ресепшена. Там есть кола, фанта, пиво, крепкие напитки, если кому надо, кто не взял, дайте фри. Любителям азартных игр здесь есть казино, представляете? Так что, если кто хочет поиграть, снимать не разрешили, говорит, гаси камеру, гаси. Казино 24 часа открыто, между зданиями здесь находится. Здесь много всякой информации, рестораны тоже, свежие морепродукты. Начинаем с тигровых креветочек, пожалуйста. Здесь у нас что такое? Миско. Суши сегодня. Надо будет попробовать. Вкусно, невкусно. Ну что, суши вообще огонь. Обалденно, прям вкусные, молодцы. Жечки сейчас попробуем. Пиво, кстати, тоже вкусное, если там не сильно холодное. Немножко лёда можно добавить. Будет пиво по-вьетнамски. Смотрите, какая тут у нас еще красота. Это сырая выкладка. Устрицы, пожалуйста. Мидии. И здесь все это еще в пожарном виде. Еще креветки есть. Жареные на гриле. Такие вот тигровые. Это мидии. Это устрицы. В горячем виде, что ли? Ага, горячий лоток с устрицами. Ничего себе. Раз не ел. Горячие устрицы. Так, здесь еще кальмары. Судя по всему. Это что? Курочка, судя по запаху. Процентов нет, не написано. Это тоже курица гриль какая-то. И это у нас миско. Так, ну, соусов можно раз добавить себе к этому ко всему. У нас на улице, видите, такая зона. Так, ну давайте еще пробежимся. Рис. Может даже не открывать. Это так, соус из маракуйи. А это непонятно. По-моему, рыбка какая-то. Но на обед была очень вкусная рыбка. Наверное, это будут тоже какие-то сосиски с чем-то. Овощи тушеные. Так, дальше пойдем. Здесь у нас бедрышки куриные. Здесь вот тейбл-цена, вот лапша, обжаренная с корицей. Или с курицей, наверное. Я вижу, там курица, а здесь написано корица. Миско, смотрите, какой прям, ох. О, прям вообще говядинка, наверное. Рис, что-то типа плова. Так, здесь у нас салатик. Непонятно с чем. Видите, как-то вот тут накидано, что, салат русский из говядины по-русски. Ну, типа оливьешечки, наверное, такой другого образца нареза. Так, овощи, здесь тунцом, по-моему, салатик. Это тоже типа салата русского. Пойдем дальше. Суп из морепродуктов.
Здесь суп томатный написано. Так, здесь можете булочку зажарить, маслице намазать. Еще чесночка будет обалденно. Здесь кукурузинка вот белого цвета. А непонятно, что она белая. Говядина, смотрите, нарез. Даже по виду видно. Ничего не написано, но видно. Так, это вьетнамские блины. Так, ну и суши, которые я вам сегодня показал. Слушайте, вот это лежит целыми. Я сейчас подошел, иду и смотрю, народ берет прям вот так вот целый. Это драгоний фрукт, он очень вкусный здесь. И просто несет. То есть, походу, можно брать и выходить. То есть, написано, видите, Fruit Station. То есть, не как украшение. Арбуз можно взять? Непонятно, да? В общем, так, ну, напиточки я вам показывал. Фрукты тоже. И десерты здесь. Немного арбузики. Чуть, может, пораньше приходить. Как-то это нарезанные. Остальные фрукты я не вижу. Ну да, арбуз, яблочки вот эти, и мандарины и гуава. Ну так, на вид вроде бы все скромно, но очень вкусно. Ну как скромно, но креветки вообще офигенные, вкусные, и вареные, и жареные. Когда мне очень понравилось все. И мяско там вот это тоже, вот говядинку я съел. Ну, в общем, выбора немного, но все очень вкусно. И плюс есть креветочки, этот вообще любите вы все, я знаю. И вот эти все морепродукты, мидии вообще обалденные. С солью посыпаете, лимончик наливаете и кушайте. А устрицы не стал есть, потому что устрица обычно холодная, если не теплая. Остальное все вкусно. Так вот ночью выглядит зона ресепшн, там где вы приезжаете. Наверху ресторанчик, вот мы, кстати. И 21 этаж высокого здания. Пока что мы там не поднимались, там есть ресторан какой-то наверху. Есть еще внизу несколько ресторанов, но по все включено. По завтрак, обед, ужин по нашей системе, только вот этот ресторан. Вот, в те можно записаться. Вот сейчас тоже узнаем, сколько стоит. Но здесь, кстати, неплохо. Пока что нет смысла записываться. Пока что морепродукты нас очень порадовали. Я прям вообще от души поел. Рыбку, мясо и креветочки. Ну что, всем доброго, прекрасного вьетнамского утра. Просыпаемся с таким видом. Конечно, самое классное, когда есть вилла, это проснуться, почистить зубы, сразу же нырнуть в бассейн. Потом уже только остальной день. Завтрак и все остальное. Что я сейчас сделаю? Первым делом полезу в бассейн. Кстати, вчера ночью еще тоже купались. 31 градус. Водичка была обалденная ночью. Конечно, кайфушечки с утра. Водичка опять 31. Мне кажется, целый день, целую ночь 31 градус. Кстати, можно еще и на море спуститься, дойти. Вышел прогуляться, а тут раз машинка любая едет. И останавливаешься, едешь на завтрак. Когда тем более понимаешь, что времени мало осталось. Надо успеть. Машинку выручает. Так, в общем, очень удобно. Идешь, оп, понимаешь, что мало осталось времени до завтрака. Да, его окончания на машинку сел и прокатился. Так, на завтрак у нас тут колбасы. Очень горячие блюда, и мясо, и рыба есть. Суп даже крабовый есть. Здесь овощные салаты, меды какие-то, баночка, все что-то. Так, мне еще самое главное, чтобы было бекон и яичница или омлет, еще что-то. Кукурузку, видите, все такое место. Так, вот бекончик, смотрите, как классно. Бекон, обожаю на завтрак. Сосиски, булочки какие-то. Так, что тут еще вот рис. Даже не буду открывать, что я не знаю, тут с утра ест вот такие вот жареные курицы. Супы еще. Здесь еще что-то. С чем-то пельмешки какие-то. О, уже аппетитно выглядит. Так и ух ты. Типа вьетнамские пельмени, может, какие-то. Так, еще салаты, огурчики, капустка. Если это типа лапши местные. Опять же такое. Баса. Смотрите, баса, не знаю, что за баса. В дыму. Вареные яйца еще есть. Омлет. Его здесь, смотрите, вот яичницу уже нажарили. Так, потом у нас тут фрукты, маракуйя, драгоний фрукт. Я здесь вообще на него подсел, очень здесь сладкие, вкусненькие. Здесь силикон, кстати, делают, он получше, чем в прошлом отеле, такой не такой пережаренный. И маракуйя тут есть. Некоторые маракуйи берут прям целый поднос такой вот и берут со столом, сок выжимают. И людям не хватает. Вчера вообще все вот взяли, они и съели. Привет им большой. Так, здесь еще молоко. Смотрите, как это йогурт или это молоко, непонятно. Йогурт написано. Кофеечек можно заварить себе. Так, хлопья воробья, тосты поджарить, круассанчики мини такие. Сейчас я тоже возьму. Булки тоже зажарить что-то можно, панкейки, вафли. Так, фубо.
утренний этот хлоп с мяском. Пожалуйста. О, так, тут еще чайку можно сделать. Молоко, соевое молоко. Детокс напиточки. Вот это фреши всякие. Тут реально фреши. Поэтому берите, пробуйте. Чего только нет, и ананасы. И что-то ничего. Watermelon, арбуз. Это вот passion fruit. И гуава микс с чем-то идет. Так, ну все. А, вот еще кофе стейшн. Еще кофе такой можно сделать вьетнамский. А можно из аппарата. Смотрите, как тут порезаны арбуз. Ну, это просто настолько удобно. Ты берешь и ешь, и остается у тебя только такой вот кусочек корочки. Ничего. Ресторанчик еще раз вам покажу. Так, ну как вам завтрак? Мне все понравилось. Здесь, смотрите, иду. Тут какая-то веранда. Есть кафешечка. Можно заглянуть вот возле вот бассейна и попить. Но видите, здесь уже нет такого, что у тебя как все включено. Допустим, бар, подошел, там взял себе софт-дринк, алкоголь-дринк или еще что-нибудь. Немножко другая концепция. Ну, вот так тоже в бар зашел, денежку заплатил и вкусил дары напитков. Тут классно, видите, бассейн, есть тенечек. То есть можно там тенечки посидеть, тут. Там джакузи где-нибудь. Тут много бассейн, там бассейн, возле моря большой еще бассейн. Позже дрон запустим. Покажу вам все. Так, ну давайте с вами днем на море прогуляемся. Обязательно прям одевайте кепки, мажьтесь. Я вот даже мажусь и все равно сгораю. Очень высокий индекс тут. Ну, он, кстати, не очень высокий. Вот сейчас 9 показывает. В Турции в такое время 12 будет, а то и 13, наверное. Но сгораешь тут просто в хлам. Солнце прямо в зените стоит. Так, здесь у нас такие лесенки из пальм сделаны. Ну так, я бы сказал, можно и поудобнее было бы сделать. Опа, видите, как есть пролеты. Так, этот у нас стоит 600 дирхам. 10 минут. Ой, дирхам. Ну, короче, вы поняли. Просто здесь очень горячо. Надо бежать быстрее, пока не сгорел. Я прям извил, без шлепок, без всего. Чисто полотенце взял. Кепку, чтобы не сгореть. Вот места, смотрите, есть. Вон, вижу свободные места. Немного. Ну и сейчас время тоже, видите, 12 часов уже обед начинается. Мне кажется, с утра тут не всем мест хватает. Так, песчаный пляж, песочек, там все показывал. Море. Так, очень что небольшой отлив сейчас был. Надо было мне, конечно, чуть пораньше прийти, но пока я всех ждал, пока все соберутся. В итоге никто не собрался. Уже такие прям опасные лучи, сейчас зайду поплаваю. О, здесь как класс вообще, бесконечные пляжи, просторы, вселенной, море здесь, бушует песочек, естественно, перемешивается, как и вчера вечером могли видеть, здесь дальше отходим, здесь уже прозрачная водичка. Сегодня, мне кажется, даже море такое, знаете, немножко волнисто, до этого оно было немножко менее волнисто. Здесь у нас вот мы заходим, видите, сейчас мне по поезд, подача будет по грудь. В предыдущем отеле был очень мелкий заход, прям классно было с детками. Вот, но здесь тоже, на самом деле, видите, более такой нормальный, не резкий обрыв. Пологий заход такой. Вот, а там справа тоже можно было пойти, и кто хочет, чтобы сразу глубина была такая. Но там не сильно глубина, до бойков доходишь, там все равно по шее. Здесь вот уже мне по грудь. Я прям в кепке буду плавать, чтобы не сгорать, потому что лицо сгорает очень сильно. И с камерой. А здесь я не оставлю. Вообще говорят, что видно, много воруют. Вот, но я думаю, что в отелях, ну тут видите, как пляж свободный, в принципе, взял, зашел. Вот. Как бы рекомендую что-то там, телефоны, все, хотя бы рюкзаки, сумки убирать. Вот, ночанки вообще воруют, то есть если вы пойдете вечером купаться ночью, я сейчас только смотрел случаев, все, у вас там вообще и сумку все украдут. Поэтому лучше не оставляй или в сумке прикрывать. Ну, в отеле еще более-менее должно быть. Вот мы сколько здесь отдыхаем, у нас ничего ни у кого не своровали, ни у знакомых, вообще случаев таких мы здесь не слышали. Вот нечанка поедем, там проверим, потому что оставлю что. Посмотрим, сворует или нет. Все, заряд нам всем пенных, морских, южнокорейских, по-моему, или южно-китайских, вроде здесь у нас море. А, вот, давайте померим. Обычно с утра было 29, сейчас вот уже показывает 30-31 у меня переключается. Видите, мы не смотрим 30. Это точный градусник, профессиональный. Сравнивал с профессиональным. Вот. Песочек на дне, все классно. Я вам сейчас покажу подводный мир, потому что сказала камера, вообще потом меня уже будет не слышно. Микрофоны забьются. Вот. Берите обязательно очки, плавайте. Во-первых, ну как удобно, когда ты понимаешь, что он под тобой находится, плаваешь, не боишься.
Видите, я вчера видел рыбки такие, знаете, квадратные. Какие-то с усами, какие-то без усов. Я прям руку к ней протягиваю, она даже не уплывает. Я понимаю, что если она бесстрашная, то лучше к ней не приближаться. Вообще, я от нее немножко отдалился. До меня не укусил. За рыбой сейчас посмотрим, что есть. То ракушечки какие-то мелкие, крабов посмотреть можно. Прям бегаю здесь по дну. Подальше там вот вблизи нет. Все, ныряем и погнали плавать. Новый день обеда у нас сегодня. Сегодня сате с креветками. Не тигровые, но такие хорошенькие. Так, по остальному то же самое. Сейчас и говядина есть, и свинины, котлетки, и курочка. Так, смотрите, здесь ночью гуляешь. Вот так вот случайно обнаружили. Как это называется у них? Падага. Как? Падага, не. Падага? В общем, какой-то храм. Как-то он называется здесь по-местному. Вот видите, даже ночью. Открыто можно зайти, принести цветы, не знаю, как тут правильно что делать, но очень красиво все это смотрится. Эти благовония можно поставить, фрукты положить. Красиво, да? И все это находится на самой высокой точке отеля. Сегодня у нас стейк из страуса. Попробуем возьмем кусочек. Так, смотрите, погода. Здесь у нас показывают на Apple сайте, что дожди. И каждый день вот такая ерунда. Дожди, косые дожди. Не только косые. И вот только вечер какая-то тучка там ползет. Все это я сейчас Инстаграм снимал. Небо было такое чистейшее. Давайте всем вам заряд пенных морских эмоций. Волны обалденно. Красиво. Сейчас отлив случился. Видите, вот оттуда. И люди прям возле буйков ходят. Ветер вам мешает. Ну ничего страшного. Иногда можно. Репетиция концерта идет, что-то будет вечером. Но не для всех отдыхающих. Вчера в Нечанг ездили, взял себе кальмаров таких. Такую пачку. Еще поменьше взял, разных набрал. И вот такие вот крабы. Они прям как-то приготовлены специально. То есть можно полностью прям вот эти клешни жевать, хрустеть, не знаю, их там варили там, или что-то еще с ними делали. Потом в таком кисло-сладком соусе, что ли, обмочили. В общем, вкусная штука вообще. Стоит это 20, это 60 тысяч. А вчера еще была другая пачка, 25 тысяч. Местных, ну что там вообще до 100 рублей, короче, цена копеечная, но очень вкусно. Поэтому с собой еще привозите только. Можно в ресторанчике пару баночек себе в холодильник припасти, потому что мини-бар нас тут не пополняет. То есть пиво ни разу не пополняли, то есть только водную, хотя должны вроде как пополнять. Ну ладно, не самое страшное. И полотенце. Взяли синие полотенца, сегодня уточили. Я где полотенце? Мы их принесли специально оттуда. Говорит, нельзя. Вот вам делал. Потом все-таки парочку принесли нам полотенец. Так, давайте я вам хоть обзор отеля немножко сделаю. Смотрите, мини-клуб есть для деток здесь. Я как-то даже внимания особо не обращал. Мы же без деток приехали. Это на первом этаже 21-этажного здания. Так, здесь же бильярд есть, можно поиграть. И ресторан. Только вход в него с другой стороны. Как этот ресторанчик открывают, когда слишком много народу в отеле. И сюда можно приходить есть. Посмотрим, что у нас тут. Так, там колбаски, суши. Суши, кстати, здесь вкусные делают. Так, здесь картошечка пюре, макарошки с мясом. Здесь у нас свининка. Слушай, мне кажется, примерно все то же самое, как и там. Рис. Здесь сам ресторанчик поприятнее. Картошка с мясом. И вот нам сейчас письмо прислали, сказали, у нас много народу в отеле. Пожалуйста, приходите еще и в этот ресторан. Еще рыб, фрикадельки. А еще сказали, можете приходить на пляж, ресторан какой-то там, в принципе, цены такие дешевые. Завтра. Но мы завтра уже уезжаем. Она говорит, ну тогда не приходите. В общем, вот так получилось, что завтра мы туда не попадем. Так, салаты. Ну, в принципе, я думаю, все то же самое, как и там. Прям, в принципе, здесь побольше только салат видов. Тоже овощи, зеленушечка, фрукты, сладости. Да, все то же самое, как и там было. Посмотрим, может, пару видов супов. Рыбный сиафуд, точнее, этот морепродукты суп. Так, это что у нас? Баранья нога, утка. Здесь еще у нас зона, видите, такая гриль на улице. Так, вот сырая выкладка.
И потом все это жарится, все на тунца похоже. Тунца я не видел. О, креветочки тигровые. Ну, это, как их называют? Устрицы. Вот, не знаю, можно отсюда брать, нет? Потому что устрицы, они почему-то продают теплыми. И мидии тоже. Так, ну да, вы видите, креветочки, кальмары. Морепродуктов. Креветок всегда очень много, в огромном количестве, не кончаются тут. И очередь даже нету. Рыба, мясо, курица, ну все то же самое, как и там. Все то же самое, но вот сырок здесь больше, вот соус есть, там тоже. Смотрите, как будто из карпаччо, что ли, салат. Не подписано. Ну, вот хоть все то же самое, но здесь как в самом ресторане приятнее, и еда, кажется, вкуснее на вид. Сейчас поднялись на 21 этаж, здесь есть японский ресторан. Нам интересно посмотреть вид, еще какой-то бар должен где-то быть. Мы посмотрим на Камрань ночную. Там дорога, там море, нет, сюда надо днем подниматься, ночью ничегошечки не видно вам будет. Так, а вот эти домики на воде, которые я вам показывал, это, оказывается, спа, представляете, так сделано. Тут нет номеров таких. Лагуна спа. Так, вот у нас, кстати, этот ресторан, который по меню. Можно здесь тоже потрапезничать. Сегодня какой-то программа проходит. Но это не для отдыхающих отелей. Говорят, какое-то мероприятие кто-то заказал. Такая вечериночка. Так, ночью тут мелкие крабики бегают по морю, по пляжу. В море убегают от страха. Ну, совсем маленькие, больших не видел. Вам даже не видно вот на камеру. Говорят, вам пенных, ночных, морских. Так, ну поскольку в отеле много народу, нам решили завтракать в ресторане у моря. Вот это. Ну, по идее, вообще все то же самое. Взял себе попробовать вот такую штучку. Не знаю, как называется, что это. Единственный минус, здесь надо ждать, пока вот приготовят яичницу. Если в том жарили все время, ходишь, подходишь, берешь, то здесь вот ты заказываешь и ждешь. Ну, в принципе, не так долго, народу немного. А так, по идее, вообще абсолютно все то же самое. Ну, здесь более такая грамотная, красивая выкладка. Все кажется более вкусно. Вот сыр тут есть, там я чуть не видел сыр, потому что просто быстро разбирали. Атмосфера тут, естественно, приятнее. Ну, конечно, главное отличие здесь это шикарный вид на море. Здесь же рядышком бассейн. Так все, фрукты, кофе, все то же самое. А, еще получается, здесь кофе в баре можно заказать, его с кофемашинки делают, а там из аппарата. Ну, там тоже вкусный кофе, кстати. Я вам немного атмосферы покажу. Здесь у бассейна. Мы только в первый день тут мимо пролетели, больше сюда не возвращались. Ресторанчик вот этот у моря. Там у нас пляж. Это зона с шикарным видом, как на Мальдивах. Есть бассейн. Там еще у нас волейбольная площадка. Есть барчик еще один небольшой. Но поскольку не все включено, можно ли чековую книжку расписаться, либо с собой денег взять. Так, смотрите, сейчас 10:20. Ни одного свободного шезлонга нет. Я думаю, на пляж то же самое, потому что там очень мало шезлонгов. Поэтому вот, имейте в виду, я думаю, отель должен добавить. Об этом им сказать. Еще пуфики есть, но пуфиков тоже мало. Он все заняты, там вот тенечки есть полежать. Поэтому кто-то вон там прям под пальму кладет все полотенчика и наслаждается прекрасным видом. С моей спиной не полежишь, я вот иду кричу, я просто еле иду, у меня поясница что-то так разболелась, очень мягкий матрас. Они мне не подходят. В общем, иду, пыхчу. Что говорим, пока-пока этому райскому уголку этой прекрасной вилле. Отправляемся в новое место, в Ничанг. Так, ну что, мы уже делаем чекаут, выселяемся. Задавайте вопрос, вернулся в этот отель еще раз или нет. Ну, блин, если бы не вилла, то, наверное, нет. Мне кажется, немножко скучновато. Либо тем, кто очень прям любит такой релакс, прям все такое спокойное вообще, такой, знаете. То есть, если в селектуме там хозяева турки, и они, в принципе, так стараются немножко приблизиться к турецкой теме. То есть, вечером какую-то анимацию проводят, но не каждый день. Вот. И как-то туда сходишь. И плюс еще вот это все включено. Там чаек попил, там кофеек, там фрукты, там чаепитие там есть в перерывах между обедом. Ну, так называемый, посмотрите обязательно, там фрукты можно поесть. То есть там как-то все вот по-другому. Вот. Здесь мы даже номера стандарта не успели посмотреть. Я думаю, если мы жили в стандарте, мне бы здесь, наверное, скучно было. На вилле, да, вообще слов нет, обалденно, кайф, вернулся с удовольствием. Это просто, знаете, там релакс, у тебя море рядышком. Вот. И по еде тоже все вкусно, мой продукт каждый день, креветки. В общем, классно, отель рекомендую. Вот, ну, со своими нюансами, свои плюсы и минусы есть. Ну, когда где-нибудь обращаться, нам скажут, в каком отеле есть, что есть. Вот. Поэтому так. Все, как всегда, замечательно, отдыхненьких мелочей. Заезжайте только солнцем, морем, вкусняшками, пихтами, облепихтами.
эмоции получаете положительные. Как всегда, увидимся с вами в следующих выпусках. Огромное вам всем удачи и пока. Мы сейчас на такси и в другой отель, еще в Ничанг едем. Так что смотрите все выпуски. Сейчас перед отъездом зашли еще в азиатский ресторан. Смотрите, здесь и креветки в кляре, и без кляра на обед. Значит, морепродуктов тут достаточное количество.